Наша Земля прекрасна и красива, но человеческая неосторожность и халатность в буквальном смысле губит ее природу. Сотни тысяч животных, растений и даже людей погибли в результате экологических катастроф. По своим масштабам они могут сравниться даже с аварией на Чернобыльской АЭС. Я намеренно не стала включать ее в список, так как они все знают. В наш рейтинг вошли менее известные случаи, некоторые из которых уже незаслуженно подзабыты. И сегодня мы поговорим о 10 самых крупнейших из них. Номер 10. Разлив нефти в Мексиканском заливе. 20 апреля 2010 года на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошел взрыв, после чего последовал пожар, внешне больше напоминавший грибовидное облако от взрыва бомбы. В результате аварии в океан вылилось около 8 миллионов тонн сырой нефти, а также погибло 13 человек. Сама платформа затонула. Это была крупнейшая техногенная катастрофа в истории США. Разлив нефти продолжался целых 152 дня, а нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров. В результате разлива нефти было загрязнено 1770 километров побережья и было собрано 6814 мертвых животных. Также был введен запрет на рыбную ловлю, в результате чего без работы остались более 150 тысяч рыбаков и работников ресторанов. На момент 2016 года общая сумма затрат компании на устранение последствий аварии превысила 56 миллиардов долларов. В том числе 5 американских штатов получат от компании в течение 16 лет компенсацию за причиненный ущерб в размере почти 21 миллиарда долларов. Номер 9. Катастрофа Бхопали. Бхопальская катастрофа – крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа в современной истории. С 1970 года правительство Индии стало проводить политику по привлечению иностранных инвестиций в местную промышленность, и в рамках одной из программ американская компания Union Carbide получила разрешение на постройку в Бхопале завода по производству пестицидов для нужд сельского хозяйства. Причина катастрофы до сих пор официально не установлена, однако известна ее хронология событий и последствия. В ночь на 3 декабря 1984 года из резервуара для хранения метилизоцианата, очень ядовитой и смертельно опасной бесцветной летучей жидкости, произошел выброс 42 тонн этого соединения. Облако паров покрыло собой территорию в 40 квадратных километров, распространившись на ближайшие трущобы и железнодорожный вокзал. Согласно официальной версии, в день аварии погибло около 3000 человек, но есть предположение, что она стала причиной смерти по крайней мере 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч погибли непосредственно в день аварии, а около 350 тысяч в последующие годы. Наиболее вероятная причина катастрофы – грубое нарушение техники безопасности и намеренное саботирование работы предприятия. В американском документальном телесериале «Секунды до катастрофы» сделан вывод, что первым звеном в приведшей к катастрофе цепочке стала экономическая ошибка при оценке спроса на продукцию завода, что привело к требованиям к руководству убыточного завода снизить издержки, в результате чего на предприятии стали экономить на мерах по обеспечению безопасности. В 1987 году в рамках внесудебного урегулирования компания выплатила жертвам аварии 470 миллионов долларов в обмен на отказ от дальнейших судебных исков. 7 июня 2010 года индийский суд признал 7 бывших руководителей индийского отделения компании виновными в халатности, повлекшей гибель людей. Осужденные были приговорены к 2 годам тюремного заключения и штрафу в размере примерно 2100 долларов. А как вы думаете, это достойное наказание за гибель сотен тысяч человек? Номер 8. Выброс цианида в Байамаре. Золотодобывающая компания SC Aurul заявила, что она имеет возможность очистить отходы, оставшиеся от золотодобывающих компаний, работавших ранее в этой местности. С целью переработки и извлечения остатков золота компания свозила отходы к дамбе недалеко от нее. В ночь на 30 января 2000 года дамба была прорвана, и 100 тысяч кубических метров воды, загрязненной цианидом, оказались в реке Самеш. Компания заявила, что причиной прорыва дамбы стал обильный снегопад. После разлива допустимый уровень цианида в реке оказался превышен более чем 800 раз. Сомеш впадает в реку Тиса, которая, в свою очередь, впадает в Дунай, вторую по протяженности реку в Европе.
В результате утечки оказалась загрязнена вода, которую потребляли около 2,5 миллионов граждан Венгрии. Помимо цианида, в реке оказались тяжелые металлы, которые оказали длительное негативное влияние на воду в реке. В той части Тисы, где оказалась зараженная вода, погибло практически все живое. Всего из воды было извлечено около 650 тонн мертвой рыбы, пострадало около 62 ее видов, включая находящихся под защитой. В Венгрии было организовано извлечение мертвой рыбы из реки добровольцами. Это делалось, чтобы ее не ели животные, которые могли распространить заражение. После того, как зараженная вода достигла Дуная, там отмечался уровень цианида в 50 раз превышающий допустимую норму. Через 5 недель после утечки цианида произошел разлив воды, в которой содержались тяжелые металлы. В результате него в Тисе оказалось около 20 тысяч кубических метров воды с цинком, свинцом и медью. После аварии на Чернобыльской АЭС эта катастрофа считается худшей в современной Европе. Номер 7. Засуха Аральского моря. Аральское море испытывает влияние человека на протяжении тысячелетий. В 20 веке Аральское море до усыхания являлось четвертым по площади озером в мире. Его засуха началась в 1950-х годах в связи с новой экономической стратегией Советского Союза. Стране требовался хлопок для легкой промышленности, производства боеприпасов и ракетного топлива. Идеальным регионом для его выращивания являлась Центральная Азия. Входившие в состав СССР Туркмения, Узбекистан и Южный Казахстан стали его так называемой хлопковой житницей. Для орошения плантаций использовалась вода из бассейнов реки Амударья и Сырдарья, основных источников воды Аральского моря. До начала 60-х вода продолжала находиться на прежнем уровне. После началось постепенное снижение отметки. Ежегодно вода уходила примерно на 700 метров. Вскоре водоем стал похож на залив, в котором катастрофически не хватало воды. Из-за повышения солености вымерли все морские обитатели, удалось выжить только рачкам. Сейчас дно крупнейшего ранее озера назвали Аралкумом. Это настоящая соляная пустыня, содержащая опасные для здоровья пестициды и химикаты. Раньше они попадали в реку в виде удобрений, используемых людьми, а позже стекали в море. Каждый находившийся рядом с водоемом город столкнулся с глобальными проблемами. Широкое распространение получили онкология, печеночные и почечные патологии, анемия, а также респираторные болезни. При этом в мире долго не знали, что это озеро в Казахстане высохло, а власти государств не стремились решить проблему. И ситуация продолжает ухудшаться. На сегодняшний день восстановление Аральского моря – ключевая экологическая и государственная проблема, требующая срочного решения. Единственный способ – вернуть морю воду, используя Саресское горное озеро Таджикистана. Однако это требует дополнительных вложений и участия властей, которые не заинтересованы в потере доходов. Номер 6. Взрыв Кастл-Браво в атолле Бикини. Во время ядерных испытаний на атолле Бикини Соединенными Штатами в течение 12 лет были проведены взрывы 23 единиц ядерного оружия вблизи от Маршалловых островов. Испытания проводились как в море, так и в воздухе. Суммарная мощность испытанного ядерного оружия составила около 42 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Конкретно бомба Кастл-Браво была взорвана на рассвете 1 марта 1954 года, но этот ядерный взрыв намного превысил ожидаемую мощность. Он был примерно в 1000 раз мощнее, чем каждая из атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Это устройство было самым мощным ядерным оружием, когда-либо взорванным в США. Ученые и военные власти были шокированы размером взрыва, и многие инструменты, которые они установили для оценки эффективности устройства, были уничтожены. Он привел к самому значительному радиологическому загрязнению, вызванному США. Выпадение осадков постепенно распространилось по всему миру, оставив во многих местах радиоактивные следы. Это было секретным испытанием. Однако Кастл-Браво быстро превратился в международный инцидент, повлекший призывы к запрету испытаний термоядерного оружия в атмосфере. На тот момент атолл Ронгелап, находящийся в 160 километрах от атолла Бикини, был покрыт слоем до 2 сантиметров снегоподобных обломков, облученного кальция и пеплом по всему острову. Практически все жители страдали тяжелой лучевой болезнью. Через 3 дня после испытания они были вынуждены покинуть острова, бросив все свои вещи. Правительство США перевезло их на атолл Кваджалейн для лечения. Также в то время военно-морской флот объявил лагуну атолла Бикини кладбищем кораблей. Грустная ирония в том, что примерно в те же годы аналогичные бесчеловечные испытания проводились на советском полигоне в Семипалатинске, что также привело к множеству жертв. Но это уже другая история.
Если хотите услышать про нее подробнее, то дайте знать в комментариях. Номер 5. Лондонский смог 1952 года. 4 декабря 1952 года Лондон попал в зону действия антициклона, что привело к так называемой температурной инверсии. Состоявшийся холодный воздух оказался под так называемой крышкой теплого воздуха. В результате на столицу Англии опустился холодный туман, внутри которого скапливались не имеющие выхода выхлопные газы, заводские выбросы, частицы сажи из сотен тысяч каминов. При таких погодных условиях он не имел никакой возможности рассеяться. К тому же послевоенный британский уголь был не очень качественным и содержал серу. По экономическим причинам более качественный уголь попросту не экспортировался, что в свою очередь увеличило содержание диоксида серы в дыму. Хотя смог и ухудшил видимость, и даже проникал в помещение, реакция горожан была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость, но тот туман был таким густым, что препятствовал движению автомобилей. Также перестал работать общественный транспорт, за исключением метрополитена. Перестала функционировать даже скорая помощь, так что жители должны были сами прибывать в больницы. Были отменены концерты, прекращен показ кинофильмов, поскольку смог легко проникал внутрь помещений, и зрители попросту не видели сцену или экран из-за плотной завесы. В результате к 8 декабря количество смертей достигло 4000 человек, а еще более 100 тысяч заболели. Более поздние исследования показали, что общее число погибших было около 12 тысяч. Великий смог считается худшим экологическим событием в Великобритании. После этого началось принятие экологических законов и ограничений на использование некачественного угля, что позволило уменьшить загрязнение воздуха. Домовладельцев финансово стимулировали к замене открытого огня, например, на установку газовых плит. Номер 4. Химические отходы Лав-канала. К сожалению, романтичное название никак не соответствует этому страшному месту. В течение 10 лет данная местность использовалась в качестве полигона по захоронению отходов химической промышленности. За 11 лет на полигоне было захоронено более 21 тысячи тонн химических отходов, но в 1953 полигон был передан городу Ниагара-Фоллс, администрация которого, не обладая никакой квалификацией, позволяющей правильно распоряжаться подобной собственностью, использовала его территорию для размещения школы и жилого района. Лав-канал приобрел свою печальную известность к концу 1970-х, когда жители узнали первоначальное назначение земли, на которой находились их дома. На тот момент там проживало около 800 человек. Ими эпизодически отмечались неприятные запахи, следы химических веществ и даже небольшие возгорания. Небывалое количество осадков зимой в том году привело к повышению уровня грунтовых вод и вытеснению химических загрязнений на поверхность прямо во дворах домов. Продолжающиеся жалобы населения в конце концов вынудили представителей власти начать ряд проверок. Жители также организовали масштабное экологическое движение, которое в итоге заставило государство выкупить недвижимость и эвакуировать население. К огромному сожалению, когда правительство США начало вести поиск и обезвреживание подобных полигонов, было обнаружено еще более 1000 ему подобных. Номер 3. Взрыв в Герине. Взрывы на химическом заводе в Герине представляли собой серию взрывов, которые произошли в течение часа 13 ноября 2005 года на нефтехимическом заводе номер 102 в провинции Цзилинь в Китае. В результате взрывов погибли 6 человек, а еще десятки получили ранения. Тогда была вызвана эвакуация десятков тысяч жителей. Официальной причиной трагедии стало заклинивание башни Т-102, так как с ней не обращались должным образом. Взрывы были настолько мощными, что выбили стекла в 200 метрах от здания. Как минимум 70 человек получили ранения и 6 были убиты. Пожары были, наконец, потушены ранним утром 14 ноября. В результате взрыва сильно загрязнилась река Сунгуа, и в нее попало около 100 тонн загрязняющих веществ, содержащих бензол. Если что, воздействие бензола снижает количество эритроцитов в крови, что может привести к лейкемии, опасной болезни плохой свертываемости крови. Токсичное пятно длиной 80 километров дрейфовало вниз по реке Амур, а зафиксированный уровень бензола в 108 раз превысил норму. Последствия химического заражения до сих пор негативно сказываются на здоровье жителей региона. Номер 2.
Химическая катастрофа в Севеза. Катастрофа в городе Севеза, в котором на тот момент жило 17 тысяч человек, была промышленной аварией, произошедшей 10 июля 1976 года на небольшом химическом заводе примерно в 20 километрах к северу от Милана в Италии. Токсичное облако накрыло окрестности, осев в виде тумана. Спустя несколько дней жители начали жаловаться на симптомы химического отравления. Серьезность аварии вынудила итальянское правительство эвакуировать жителей пострадавших территорий. Основной ущерб понес город Севеза, из-за чего это происшествие и получило свое название. Непосредственно после аварии не погиб ни один человек, но в дальнейшем она привела к увеличению раковых заболеваний. Эта авария заняла 8-е место в списке самых страшных техногенных экологических катастроф. Номер 1. Разлив нефти в Персидском заливе. Разлив нефти во время войны в Персидском заливе произошел в результате войны на его территории, которая происходила в 90-х годах прошлого века. В январе 1991 года иракские войска предположительно начали сбрасывать нефть в Персидский залив, чтобы остановить высадку десантов на их берегах. Вероятнее всего, разлив составил около 400-800 тысяч кубических метров. В последующие месяцы после разлива большая часть работ по очистке была направлена по извлечению нефти, и очень мало работ было сделано на сильно пострадавших пляжах Саудовской Аравии. Это был один из крупнейших разливов нефти в истории. Этот разлив ответственен за экологический ущерб прибрежным территориям, морским видам и экосистемам. Этот случай рассматривали как акт экологического терроризма. Что ж, думаю, человечество уже нанесло предостаточно вреда для нашего с вами окружающего мира. А теперь наша с вами задача – принести ему пользу и постараться его сохранить. Если видео вас заинтересовало, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. Это стимулирует меня создавать для вас новые увлекательные видеоролики.